Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Наверняка вы знаете, что при помощи верхних форм можно выполнить не только моделирование, но и красивые дизайны. В этом ролике покажу, как сделать наращивание ногтей и необычный дизайн, словно жидкий металл. Что у нас из этого получится, смотрите видео. Поехали! Давайте сначала посмотрим на исходник. Тут было выполнено наращивание, то ли коррекция, и задумывалось совсем иное. Как мне показала модель, референс был из золотистых, а не серебряных блесток, и чтобы сверху было покрыто коричневым, таким витражным полупрозрачным гелем. Видимо, у мастера не оказалось таких материалов, поэтому ногти получились оранжевыми, но не суть. Снимаем до тонкой подложки, подготавливаем к новому наращиванию. Дизайн, который буду сегодня выполнять, я увидела на просторах интернета, и он мне так понравился, что, конечно, я захотела его повторить на модели. И модель, которая ко мне пришла, она уже была как-то, и поэтому я предложила ей этот дизайн, и она не отказалась. Я всегда очень радуюсь, когда модели соглашаются на какие-то идеи мастера. Вот знаете, бывает такое, когда клиент приходит и говорит: делай, что хочешь. Он настолько тебе доверяет, и это здорово. Я просто обожаю такие случаи, когда сходится желание клиента и желание мастера. Всегда получается очень здорово, потому что в мастере раскрывается его творческая способность, его таланты, и всегда тогда получается очень интересный результат. А перед наращиванием, конечно, подготавливаем ногтевую пластину. Кутикула у модели хоть и сухая, выполню комбинированный маникюр, можно было бы обойтись только аппаратным, без режущего инструмента. Но все-таки я посчитала, что в данном конкретном случае быстрее будет выполнить именно так. Поэтому поднимаем кутикулу, все вычищаем под ней, затем выполняем срез при помощи режущего инструмента, срезаю сухую кожу, но тем не менее остаются небольшие заусенки, поэтому я сменила насадку. У меня вот такая толстенькая почка, она на самом деле была с красной насечкой, просто со временем от сухожара она потемнела и стала как будто черной. Так что не переживайте, это не черный абразив, не жесткий, он как раз таки подходит для шлифовки кожи. И эта кожа хорошо шлифуется. Мне нравится такая насадка, так как она прорабатывает внутреннюю часть кутикулы и сверху, благодаря своей сферической форме. И вот такой чистый, красивый результат маникюра у нас получается. Нравятся мои видео? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 30 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании, а также подписывайся на канал. Наносим базовое покрытие перед моделированием, а его будем выполнять при помощи верхних форм. Важно подобрать формы правильно по размеру. У меня на канале есть подробное видео про верхние формы. Если вам интересна базовая технология наращивания, обязательно посмотрите. Ну а сегодня мы будем делать моделирование плюс дизайн 2 в 1. И сначала я ставлю в верхнюю форму при помощи тонкой кисточки капли базы. Либо можно использовать кисточку прямо из флакона, создавая вот такие хаотичные капли. Немного их просушиваю фонариком и затем по липкому слою наношу различного цвета втирки для ногтей вот такой пушистой кисточкой. Я выбрала различные оттенки: золото, фиолетовый, голубой, для того, чтобы максимально многогранно и интересно выглядел дизайн. Вы можете взять втирку одного цвета, например, золотую или серебряную, до любого цветного оттенка будет нереальная красота. Вы можете миксовать свои оттенки, которые хотите, если вам не нравится, например, такое многообразие, как у меня. Мне, наоборот, понравился эффект, что они получились такими, даже не знаю, не бензиновыми, а вот многогранными, очень интересными, их интересно рассматривать. Остатки втирки убираю мягкой щеточкой, чтобы полностью ее не смахнуть. И смотрите, даже уже сейчас как классно получается, какие яркие капли. И в принципе дизайн уже практически готов. Нам остается только выполнить основное моделирование, поставить установочную каплю, отпечатать форму на ногтевую пластину. Все как по классической технологии. Единственное, я сначала закладываю свободный край, прихватываю его фонариком, для того, чтобы с внутренней стороны много материала не выливалось на передний валик, чтобы ничего не пачкалось. И затем уже наношу установочную каплю, там, где будет натуральный ноготь, и ставим на ноготь максимально близко к кутикуле, чтобы минимальные были ступенечки, и убираем остатки материала под ногтевой пластиной, которые все-таки вылились. Но тем не менее вы можете заметить, какая чистая изнанка получается. Тут практически, вот честно, даже нечего пилить.
И я намеренно взяла белый оттенок геля, так как он еще больше подсветит втирку и ее переливы. Конечно, можно было взять, например, молочно-розовый или какой-нибудь бежевый оттенок, но опять-таки здесь можно играться по-разному. Это будет красиво выглядеть золото, например, плюс бежевый гель и так далее. После того, как я хорошенько все просушила в лампе, снимаем формы и смотрите просто какие переходы. Обалдеть! Вот честно, при помощи нижних форм, чтобы сделать такой эффект, потребовалось бы немало труда. Сначала выложить в объем вот эти капли, затем эту втирку, потом все перекрыть вокруг, сверху моделирующий гель. А тут, благодаря верхним формам, такой вроде бы сложный дизайн делать, ну вот просто проще простого. Поэтому берите обязательно на заметку. Опиливаем форму. Делаю миндаль, смотрю, чтобы были обязательно нижние параллели, помним, что у нас идет сначала прямая линия и плавный подъем, слегка по свободному краю могу пройтись бафом, важно слегка, чтобы не убрать часть втирки, так как она на поверхности не так глубоко, поэтому ее можно этим бафиком полностью снести, будьте внимательны. Около кутикулы прохожусь твердосплавной насадкой, чтобы убрать некоторые ступенечки, но их практически нету, можно просто бафиком где-то дошлифовать, доработать. Даже бафом я больше прохожусь для того, чтобы была сцепка топового покрытия, ничего не скололось. Конечно, не забываем про натуральный ноготь и чистые изнаночки. Как видите, тут практически нечего выпиливать, только оформила и уже можно покрывать топом. Ой, как эта втирка горит, вот просто не передать. Еще на этом ногте получился какой-то пузырик сбоку, выглядит очень реалистично. Ну и, конечно, не забываем перекрыть изнанки топом для того, чтобы натуральный ноготь не скручивался, не отходил, чтобы изнаночка не пачкалась. Давайте еще раз посмотрим на эту магию. А ведь можно сделать не только капли, можно сделать и какой-то рисунок. Например, там цветочек или розочку, или просто точки. Будет выглядеть потрясающе. Ну что, как вам наш результат? Мы с моделью были просто в восторге. Если вам тоже понравилось, поддержите, поставьте пальчики вверх, делитесь в комментариях, также смотрите другие полезные видео на канале. А я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!